Всем привет, друзья! У меня сегодня для вас рецепт квашеной капусты. Есть разные виды приготовления капусты, к примеру, квашеная, соленая, маринованная капуста. Если вот с пользой для здоровья, тогда выбирайте квашеную, так как квашеная капуста содержит пробиотики, клетчатку, различные витамины. К примеру, витамин С, витамины группы В и различные минералы. Готовится эта капуста очень-очень просто. Вот посмотрите продукты, которые нам нужны для приготовления. Морковь, яблоки, капуста и соль. У меня за кадром еще лежит пару вилочков. Квашением занимаюсь только в сезон капусты, так как нужна определенная капустка. Точного рецепта приготовления у меня нет, да он в принципе и не нужен. С этим рецептом, мои хорошие, справится даже неопытный повар. Главное не ошибиться в выборе продуктов. Капустка должна быть тяжелой, плотной и сочной. Вот я вам сейчас разрежу немного, погодя, капусту и покажу, какой она должна выглядеть на срезе. Морковь беру обычную из Aldi. Она должна быть такой вот сладенькой, ароматной. Соль. Вот это очень интересная тема. На этом я сейчас заострю внимание. Многие хозяйки думают, что для приготовления квашеной капусты можно использовать любую соль. Нет, мои дорогие, здесь подходит только каменная соль. Эту соль можно купить в любом русском магазине. Вот я живу в Германии, у нас есть сеть русских магазинов, и там можно купить такую соль. Соль поваренная, пищевая, самосадочная. Так, что еще здесь интересного написано? Соль без добавок, пригодна для всех видов консервирования. В состав входит соль, массовая доля хлористого натрия не менее 97%. Вот почему я вам сейчас это все рассказываю. В русских магазинах продается каменная соль, написано также для квашения капусты, но она такая по своему составу полупрозрачная. Уже многие люди жалуются, квасят капустку, и она вкусная получается, но она потом со временем превращается в кашу, потому что не та соль. Квашеная капуста должна быть хрустящей. Вот, посмотрите. Вот. Соль должна быть вот такой вот белой, как молоко. Вот такая соль, она подходит для квашения капусты. С другой солью у вас капуста квашеная не получится. Так, сейчас я разрежу капустку. Вот. Посмотрите, какая красота. Вот такая вот плотненькая и невероятно сочная капуста. Сейчас я отделю кочерыжечку. И давайте я все вот эти вот продукты, которые стоят на столе, я взвешиваю на весах. Просто чтобы вы имели представление. Вот для начинающих поваров. Кочерыжку обязательно вырезайте. Она такая горьковатая и может испортить вкус капусты. Друзья, вот посмотрите, вырезала кочерыжку. Капуста у меня здесь получилась 8 килограмм 600 грамм. Вот я замеряла на таких вот столовых весах. Капусту делила на порционные куски. Моркови у меня здесь кило 200. И яблоки
тоже кило 200 грамм. Яблоки, вот сердцевинку вытащила, а шкурочку еще нужно будет счистить. В общем, кило 200 яблок. И сейчас мы приведем яблочки в порядок, очистим от кожуры. Яблоки домашние, такие сочные, кисло-сладеньких сортов. Кто-то капусту квасит с добавлением воды. Ребята, не рекомендую этого делать. Вы разбавляете все полезные витамины, микроэлементы, бактерии с водичкой. Для чего? Не нужно этого делать. Вот в сезон капусты капуста такая сочная, что этого сока хватит заквасить капустку. Она должна кваситься в собственном соку, без всякой воды. Должен получиться такой чистый продукт. Квашение в собственном соку. Кто-то ложит сахар, ложите сахар, значит процесс брожения у вас будет длиться до бесконечности. И к весне капуста уже будет ваша мягкая. Сахар, он убивает также все полезные бактерии, которые содержатся в капусте, которые нужны для нашего желудочно-кишечного тракта. Если хотите добавлять сахар, вот, пожалуйста, яблоки, фруктоза. В моркови тоже содержится сахар такой природный. В капусте тоже он есть, поэтому не заморачивайтесь, не сыпьте сахар, не нужно этого делать. Вот с фруктозой капуста квасится около 3 дней, она вот бродит, идет процесс брожения такой, ферментации. Вот. И этот процесс ферментации, он очень быстро заканчивается. И капуста остается вот до следующего года одного вкуса на одной тональности. Вот отыгрывает и все. А если добавите сахарок, то процесс брожения будет длиться до бесконечности. Вот это вот капуста, рецепт этой капусты на вес золота. Одна польза для здоровья. Лучше витаминов не придумаешь. Что у меня тут с яблочком? Подгнило. Червячок поселился. Сейчас вот подготовлю морковь. Морковь натираю на такой вот терочке для корейских салатиков соломкой. Давайте покажу, как яблочки натираю. Тоже буду вот натирать на этой терочке соломкой. Сначала перетру морковь, так как яблоки домашние, могут очень быстро почернеть. Вот, посмотрите, вот такой тоже соломочкой натираю яблочко. Друзья, яблочки не стала все перетирать, так как они могут очень быстро почернеть, поэтому, ну, вот так вот по чуть-чуть буду потом тереть и добавлять. Капусту нарезаю соломкой. Терки у меня нету, я это делаю от руки. Мне нравится такая вот тоненькая соломка, не мельтешу. Такая красивая
соломочка. Ну вот, посмотрите. Вот такая. Потом капуста очень красиво смотрится, что в салатиках. Мне очень нравится с квашеной капусты домашний винегретик. Да и просто люблю ее есть. Квашеную капусту порезать лучка, добавить клюквы, заправить все это растительным маслом. Вместо клюквы можно добавить соленый огурчик, свежее яблочко, к примеру. Да и вообще ничего не нужно сюда добавлять. В капусте есть все витамины. Вот, друзья, посмотрите, вот такую горочку капустки я нарезала. Теперь вот так вот на серединку ее укладываю, ложу морковочки. Мне нравится, когда морковки так много в капусте, чтобы она была такая красивая. И вот на это количество беру вот такое количество яблочек. Теперь солим. Солим на глаз. Вот так, как вы солите салаты. К примеру, винегрет, оливье, под шубой. Так, как вы солите супы. Вот эта вот капуста, она не любит много соли. Вот как вы солите для себя еду. Вот. Я сейчас беру на глазок вот так столовую ложечку сверху насыпаю. И все хорошо перемешиваю. Вот так вот пожмякали капустку, перемешали и пробуете на вкус. Если вам на соль нормально, капуста не должна быть пересоленной. Вот так вот, как вы солите салатики. Супчики, салатики. Вот так перемешали. Сильно на капусту сильно давить не нужно. Не нужно ее ломать. Удобнее, конечно, перемешивать в большой чашке. Просто если я сейчас начну это делать в чашке, вы не увидите этот вот процесс. Поэтому я показываю на столе. А так у меня такой объемный таз. И я в этом тазу это все делаю. Смотрите, вот только посолили капусту, и она сразу начала пускать сок. Она стала вот такая вот водянистая. Вот и зачем сюда добавлять воды, портить продукты? Пожалуйста, не портите. Покупайте сезонную капусту и квасьте без воды, если хотите получить пользу для здоровья. Вот. И вот так вот берете вот и пробуете капустку. Если вам на соль она подходит, значит все нормально. Солить, вернее квасить капусту я буду вот в таких стеклянных банках. В пластике квасить капустку не рекомендую. Пластик вообще вреден для здоровья. Берем или стеклянную посуду, или деревянную бочку, к примеру. Вот. Вот эту вот капустку сейчас буду утрамбовывать в баночку. Набиваю банку капустой. Набить нужно будет плотненько. И встретимся с вами, когда банка будет полной. Друзья, из приготовленного количества капусты у меня вот получилась большая 10-литровая банка. Капусту набивать до верхушки не нужно, так как она очень сочная и еще будет выпускать сок. Теперь капусту отправляем приблизительно на 3 дня для ферментации. Если у вас на кухне, к примеру, или в комнате очень тепло, тогда процесс ферментации будет длиться еще быстрее. Вот с баночки, к примеру, если вы много наложили капустки, будет вытекать сок. Вот берем вот такую вот объемную чашку
и ставим банку сюда. Если даже сок и будет вытекать в чашку, ну, в пищевую чашу, то его потом можно будет распределить по другим баночкам. Сок очень полезный. Вот посмотрите, для чего в капусту добавлять воду, если она, вот, смотрите, очень сочная. Смотрите, сколько образуется сока, натурального капустного сока, не разбавленного. Это вот полезная кладезь витаминов, минералов. Это здоровье, лучшая таблетка для здоровья, квашеная капустка. Ну и вот, посмотрите, у меня еще вот 3-литровая баночка. Я ее набила до половины. Капустку нужно очень хорошо придавливать. Вот посмотрите, когда вы вот давите на капусту, прям вот образуется сок. Вот, видите, сколько сока. Процесс квашения у меня сейчас будет продолжаться. Вот на 8 килограмм 600 грамм, на вот этот вот качан капусты у меня ушло 5 столовых ложек соли. Вот, посмотрите, как я набирала соль. Ну, вот так вот, без горки, без горочки. Посолили. Соли не хватает, к примеру, еще вот так вот щепоточку присыпали, помешали и утрамбовываем в баночки. Еще раз повторюсь, для квашения капусты рекомендую использовать стеклянную или деревянную посуду. В этой посуде капуста сохраняет 100% все свои полезные свойства. В пластике квасить не рекомендую. Вот. Что еще хочу сказать. Капусту также можно заквасить с добавлением свеклы. Это тоже будет очень полезно. Все, вот сейчас следующий качан, он тоже около 8 килограмм, 600 грамм. Все буду делать то же самое. Вот, если мы в первом качане взяли 200 кг морковки, то я возьму 600 грамм свеклы и 600 грамм моркови. И свеклу буду вот также натирать на вот этой вот корейской терочке. Тогда вот капустка получится такого очень красивого красного цвета. Отлично в борщи подходит, также для винегретов. Да и просто так можно кушать этот салатик. В общем, все вам рассказала, все вам показала. Главный нюанс вот просто в приготовлении капусты. Капуста должна быть сезонная, таких вот хороших, плотных, сочных сортов. Если капуста сухая, то, конечно, тогда нужно добавлять воду. А капуста сочная у нас, отличная капустка, поэтому ничего сюда не добавляем. Вот все, как я показала. Можно добавить сюда перчик по вкусу, черный горошком и укроп также, семена укропа. Это все на любителя. Этим вы квашеную капусту не испортите. Но я хочу, чтобы вот был вкус, не перебивал вкус приправ, вот именно капустку. Так что встретимся с вами через 3 дня. Сейчас вот эту капусту, чтобы сверху она не заветривалась и не засыхала, и чтобы полностью она была покрыта соком, нужно обязательно поставить груз. Вот так вот, чтобы капуста была под водичкой. И каждый день капустку нужно будет протыкивать, вот протыкать, правильнее сказать, вот такой вот деревянной палочкой. Выпускать из капусты газики. В процессе брожения капуста будет вот давать такие газы. И обязательно вот так вот палочкой хорошо протыкаем. Вот палочку поставили и начинаем вот так вот бурить. Протыкать капустку во всех местах. Вот делаем проколов 10-15. 3 часа прошло, опять подошли к капустке. Опять ее палочкой хорошенько проткнули, просверлили, выпустили газики, поставили грузик, и капустка, в общем, отдыхает.
Через 3 дня посмотрим, что у нас получилось. На выходе должна быть вкусная, в меру соленая, кисленькая, хрустящая капустка. Друзья, квашеная капуста готова. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот, посмотрите, с капустки стекает сок, она невероятно сочная, хрустящая, все здесь прекрасно. Непременно попробуйте, приготовите вы. На сегодня все, всем пока и до следующих встреч в новом видео.